Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю очень вкусный, нежный сливочный крем персиковое мороженое. Именно с ярко выраженным таким сливочно-персиковым вкусом. Очень ароматный и в то же время очень-очень нежный. Обычно мы привыкли готовить этот крем с йогуртом на желатине. В данном же видео я хочу показать, как это сделать именно без желатина и без йогурта, потому что зачастую хочется действительно какой-то изысканный вкус, чтобы сопровождал персик. И вот в данном видео я хочу с вами поделиться таким рецептом. Персиковая начинка вообще очень востребованная начинка всегда. Ее любят как взрослые, так и дети. И зачастую бывает так, что мы не всегда можем в наш, допустим, многослойный торт положить кусочки персика. Нам это бывает неудобно именно в начинке. И вот сегодня я покажу, как уже эту начинку, скажем так, внедрить уже в сам крем, чтобы она очень хорошо чувствовалась, но в то же время чтобы можно было прослаивать многослойные торты именно этим кремом без желатина. Итак, сначала приготовим пюре, персиковое пюре. Здесь я использую консервированного персика 300 грамм, 10 грамм кукурузного крахмала и понадобится посуда с толстым дном. Сейчас мы слегка уварим это пюре. Я пробила все это блендером. Вы же можете перетирать через сито, но это очень долго будет. Блендером гораздо быстрее, волокна останутся. Но меня это не смущает, и я все равно продолжу работать, да, уже даже с этими небольшими волокнами. Все это сейчас я обязательно в холодном еще виде, ну, комнатной температуры, скажем так, перемешиваю с 10 граммами кукурузного крахмала, 300 грамм пюре. 300 грамм персика у меня здесь консервированного. Обязательно еще не доходя до плиты это нужно сделать, потому что кусочки крахмала потом у нас комочки эти не разойдутся. До первых булек довожу, и смесь готова. Снимаю при постоянном помешивании. Просто это осталось у меня за кадром сегодня. Здесь, видите, еще горячий пар идет. Остужаем в какой-то такой посуде, чтобы быстрее остыло, но не до холодного. Именно до комнатной температуры. Здесь не обязательно эту смесь остужать до очень холодного состояния. Это не играет здесь особой роли. Главное, чтобы она не была горячей. Для самого крема нам понадобится здесь все продукты молочные у меня очень хорошо охлаждены. Персиковое пюре такое тоже комнатной температуры, но не теплое. Здесь у меня 500 мл сливок, 2 пакетика ванильного сахара, либо же можете брать ванильный экстракт. Я его не буду брать сегодня. 250 грамм творога, 300 грамм творожно-сливочного сыра типа Филадельфия, Альметте. Я потом попозже в видео скажу про него подробнее, про этот сыр. 100 грамм сахарной пудры. Сахарную пудру здесь берем по вкусу. У меня не очень приторный персик. И вот нашего пюре 300 грамм. Видите, как хорошо оно уже подостыло и оно не растекается. Если сейчас мы нальем туда просто пропюрированный персик из баночки, это будет очень жидкая субстанция. Нам никак нельзя этого делать. На средних оборотах миксера ввожу весь ванильный сахар и сахарную пудру, чтобы просто сахар и пудра разошлись там. И потом включаю уже на мощность, на полную миксер и взбиваю сливки до устойчивых пиков. Сливки 33% жирности, 500 мл. Если у вас 30% жирности, добавляйте загуститель, согласно инструкции на упаковке загустителя. Разошлась у меня вся пудра, и я включаю на полные обороты миксера. Вот я здесь выставила также ванильную пасту сегодня. Я не использую ее в таких кремах, потому что, как правило, ванильная паста имеет очень богатый аромат ванили. И такой крем, он просто забьется этой ванилью. Вот я не советую это использовать. Теперь, когда сливки у меня взбились, я добавляю туда на средних оборотах миксера, на умеренных таких, весь творожно-сливочный сыр. Сыр это 300 грамм у меня здесь. Сыр это типа Альметте, Хохланд. В Германии, девочки, кто живет, это фришкейзе обычный, который продается во всех магазинах. И
Здесь вы можете также Филадельфию сыр взять. Также творог у меня здесь 250 грамм 9%. Ниже не берите, иначе будет уже такой более творожный будет тогда вкус у крема. 9% пастообразный творог. Нет, если у вас пастообразного, а только обычный творог, пробейте его либо блендером, либо перетрите через сито. И теперь где-то с полминуты я взбиваю всю эту смесь на полных оборотах миксера. Это сделать нужно обязательно, чтобы разошлись все комочки творога и творожно-сливочного сыра. Когда вся эта смесь у меня уже соединилась, я останавливаю миксер. Видите, вот такая достаточно плотная масса у меня получается, потому что много творога и творожно-сливочного сыра. Вкус уже сейчас очень сливочный у крема. Я ввожу туда все персиковое пюре. И еще раз повторяю, оно должно быть не теплее, чем комнатной температуры. Холоднее, пожалуйста, но не теплее. И сейчас буквально полминуты, не больше, я просто все это соединю на уже больших оборотах миксера. Больше здесь я ничего не взбиваю, потому что этого достаточно будет, чтобы нам уже не перебить наши сливки. Очень ароматный крем, очень пышный и очень сливочный получается. Именно со вкусом мороженого, свежеприготовленного. Можно туда также добавить в это пюре сок маракуйи, и получится персик-маракуйя крем. Вот эти вот как бы волокна, их видно от персика. Видите, как крем стабилизировался благодаря крахмалу в персиках. И без всякого желатина. Но еще раз повторяю, это крем, конечно же, начиночный. Это не крем для украшения. Украсить им можно будет какой-то домашний тортик, который вы собрали и тут же подаете на стол. Бархатистая структура такая достаточно у крема получается. Сейчас по традиции отсаживаю из кондитерского мешка. Насадка у меня здесь 1М. Очень многие меня будут спрашивать в комментариях, можно ли украсить капкейки. Для домашнего чаепития можно. Девочки, кто хочет, допустим, транспортировать эти тортики, конечно же, для начинки это превосходный крем. Обычно для таких вот многослойных тортов, как молочная девочка, также и медовик можно им будет пропитать этим кремом. И бисквитные торты также. Но выравнивать этим кремом торт только разве что домашний. Еще раз повторю, это для начинки крем. И видите, вот такой крем у меня получается. Благодаря добавлению крахмала, буквально небольшого количества кукурузного крахмала в крем, он получается более стабильным. Но в то же время кукурузный крахмал не чувствуется в креме. Маленькие желтые вкрапления – это волокна от персика. Потому что избавиться от них невозможно здесь будет. В следующем видео уже я буду собирать с этим кремом торт и покажу вам, как этот крем будет вести себя в торте. Надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов. До встречи в новых видео.